Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Для тех, кто впервые на моем канале, предупреждаю, чувства различных верующих могут быть жестоко оскорблены. Поэтому слабонервных прошу принять таблеточку и перейти на другой канал. Остальные добро пожаловать! Начну, к сожалению, с ужасной трагедии. Мир потрясли кадры убийства в США беззащитной украинской девушки. И в тени осталась другая трагедия, произошедшая в Германии. 16-летняя украинская беженка Лиана возвращалась 11 августа домой после занятий и разговаривала с дедушкой по телефону. Внезапно он услышал крик внучки, и связь оборвалась. Девочка погибла под колесами поезда. Под проезжавший товарняк ее столкнул 31-летний мигрант из Ирака. Ему отказали в убежище в Германии еще 2 года назад, но он оставался в стране. Мужчина был пьян в момент трагедии и якобы страдает параноидной шизофренией. Следователь выясняет, может ли он нести уголовную ответственность. Сейчас он находится в закрытой психиатрической лечебнице, но семья Лианы не может понять, как человек с отказом в убежище и с диагнозом психиатрической болезни оказался на свободе и рядом с их дочерью. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших девушек. Одно из главных событий последних дней – налет беспилотников на Польшу и Румынию. Так финская газета «Хельсинген Сануот» иллюстрирует реакцию ЕС на прилет. Финские еврокомиссары поспешили заверить, что все в порядке, страны ЕС выступают за увеличение расходов на оборону. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Да, например, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, нужно увеличить расходы на вооружение. Испания будет оружие производить, а Финляндия пусть берет деньги в долг и покупает у нас оружие. А теперь популярная рубрика «Всем сестрам по серьгам». Я рассказывала в своем видео, как сына президента Стубба выбрали на стажировку в Финский институт международных отношений, ФИА, хотя он по всем параметрам был самый некомпетентный среди 59 кандидатов. Более того, для Оливера Стубба институт в 2 дня изменил правила финансирования стажировки для заявителей из-за рубежа. Кто не видел видео, смотрите по ссылке в описании. Ожидаемо случился громкий скандал. Дело назвали примером непотизма. В адрес омбудсмена было подано несколько официальных жалоб. Критика по поводу прозрачности и справедливости прозвучала со всех сторон. А что же президент? Когда журналисты задали ему вопрос по поводу стажировки сына, Стуб едва сдержался, чтобы не процитировать Путина. «Не суйте свои гриппозные носы!» Но он сдержался и ограничился призывом уважать личное пространство его взрослых детей. Lapsemme pois julkisuudesta ja toivomme myös, että meidän lasten yksityisyyttä ainakin tulevaisuudessa kunnioitetaan. На что Совет по вопросам медиа ЕСН ответил жестко. Этот случай не может считаться личным делом, потому что речь идет о государственном институте и о вопросах равенства. СМИ подчеркивает, скандал бьет по самому чувствительному, по доверию общества к государственным институтам. Так что я надеюсь, на этом дискуссия не закончится, и ситуация будет разобрана подробно, чтобы не повторяться в будущем. Как вы думаете, у Стуба есть шанс быть избранным на 2-й срок? Или он уверен, что кровинушку важно просунуть сейчас, а до 2030 года еще все забудется? Теперь обратим наши взоры на 2-й столб финской демократии, на парламент. Как дела с прозрачностью в парламенте Финляндии?
Так вот, финский парламент Эдушкунта уже несколько лет игнорирует собственные законы и даже решения судов. Речь идет о списках посетителей парламента. 19 августа в здании парламента депутат наложил на себя руки. Комментарии из парламента минимальны, тайна покрытая мраком. Журналисты газеты «Хельсинкин Санот» решили выяснить, а кто из визитеров был в парламенте в тот день. Закон гласит, такие данные должны быть публичными. Судебные органы подтвердили, списки посетителей – это официальные документы, которые нельзя скрывать. Но парламент Эдушкунта отказался их предоставить. В 2017 году парламент сократил срок хранения данных с 1 года до 1 дня. Данные уничтожались на следующий день. Омбудсмены и суды не раз указывали на незаконность этих действий, но Васька слушает, доест. Парламент Эдушкунта продолжает обходить закон, чтобы скрыть списки посетителей. В прошлом году суд обязал парламент предоставить данные, но парламент Эдушкунта сопротивляется. Сейчас они утверждают, что информация удаляется сразу после визита и нет необходимости сохранять ее для запросов. Каков поп, таков и приход. Парламент Эдушкунта демонстрирует пренебрежение к законам и судебным решениям, что вызывает серьезные вопросы о публичности власти в стране. Теперь хорошие новости. Растут доходы граждан Финляндии. Правда, не у всех. Депутаты финского парламента весь год резали бюджет и социалку. Рука бойца колоть устала. Поэтому с 1 октября этого года депутаты получают прибавку к ежемесячному вознаграждению. Первогодки добавка около 500 евро в месяц. Вознаграждение рядового депутата в Финляндии вырастет с 7137 евро до 7637 евро в месяц. Это значит, что Финляндия обогнала Швецию. Финский рядовой депутат будет получать больше, чем его коллега из Швеции. Повышение депутатских окладов автоматически ведет к увеличению зарплат министров. Премьер-министр Петтери Орпо получит плюс 1067 евро в месяц, а министр финансов Рейка Пурра приплюсует 901 евро. У шведов вознаграждения повышаются в зависимости от степени ответственности, а в Финляндии за стаж. Чем дольше сидишь в парламенте, тем лучше плюшки. Премьер-министр Петтери Орпо в парламенте уже больше 12 лет, поэтому теперь он будет получать больше, чем его коллеги из Швеции и даже Норвегии. Ой, а давайте посмотрим на результаты работы парламента Финляндии. Может быть, повышение вознаграждения оправдано? Сразу и не поверишь, но факты упрямая вещь. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Финляндия опередила Францию и вышла на 1-е место среди развитых стран по размеру государственного сектора. В 2024 году государственные расходы Финляндии составили 57,5% от объема ВВП. Во Франции, которая долгие годы была лидером, этот показатель чуть меньше – 57,3% ВВП. Таким образом, Финляндия впервые обошла Францию. За последние 5 лет расходы госсектора в Финляндии выросли почти на 5%. Также быстро они увеличились в Эстонии, а в Латвии рост был еще выше – 6%. В среднем же по странам Евросоюза доля госсектора составляет около 49%. Профессор экономики из Турку Матти Вирен иронично отметил в социальной сети: наконец-то победа над Францией. За 5 лет мы обошли астериксов. Даже Италия уже позади на 7 пунктов, а Швейцария на 25. Рост госсектора начался в 2020 году во время пандемии, когда многие страны активно стимулировали свои экономики. И сегодня лишь Дания, Норвегия и Ирландия тратят относительно меньше, чем до коронавирусного кризиса. Финляндия впереди. Только в отличие от многих отстающих, к врачу в Финляндии не попасть. Итак, Финляндия – лидер среди развитых стран по величине государственного сектора. Но это не все. Есть еще достижения. Финляндия успешно догоняет Испанию, лидера по безработице в ЕС.
В июне этого года уровень безработицы в Финляндии составил 9,9%. Это самый высокий показатель за последние годы. Но проблема вовсе не в желании сидеть на пособиях, а в отсутствии рабочих мест. Несмотря на мантру правительства, что вот-вот пойдет экономика в рост, экономика Финляндии демонстрирует признаки замедления роста. Основные причины – снижение потребительской активности, слабый строительный сектор, геополитическая нестабильность. Прогнозы роста экономики Финляндии на 2025 год варьируются от 0,5% до 1% роста ВВП, что ниже уровня долгосрочного потенциала. А теперь по-настоящему хорошая новость, даже не побоюсь этого слова, радостная новость. Милану депорт. Если кто не знает эту колоритную личность, напомню. Милан Яв появился в Финляндии как беженец из иракского Курдистана в 2017 году. На тот момент ему было 17 лет, и долго ждать не пришлось. Милан быстро прославился разбойными нападениями, изнасилованиями, другими преступлениями. Он был предводителем уличных банд, активно выступал в соцсетях, обливал себя молоком и устраивал шоу в метро. За криминальный кураж он получил сначала 10 лет, потом апелляция сократила срок до 6. Милан стал наглядным примером интеграции на фоне разговора о том, как мигранты обогащают финскую культуру. В августе Милан должен был выйти из тюрьмы, но случился неожиданный поворот. Миграционные власти приняли решение о депортации Милана, и тот сначала подал апелляцию, а потом вдруг согласился добровольно уехать обратно в Ирак, но обещает вернуться. При этом на пассажок Милан может получить несколько тысяч до 5300 евро подъемных от финского государства в рамках программы добровольного возвращения на родину. В общем, решение о депортации Милана с воодушевлением было воспринято финским обществом. Общее мнение – наконец-то! Раньше Ирак не принимал депортируемых без их согласия на депортацию. Теперь Евросоюз поднадавил, и, надеюсь, все преступники будут отправлены на родину как можно скорее. Вопрос подъемных вызывает противоречивую реакцию публику. Гуманисты традиционно – это гуманно, шанс начать новую жизнь. Другие возмущены. Еще и деньги преступнику. Но, по-моему, это небольшая плата за отъезд. Вон, Швеция сулит с будущего года аж до 30 тысяч евро мигрантам в рамках новой программы стимулирования добровольного возвращения на родину. В Финляндии разгорается новая дискуссия о стоимости миграции. Поводом стала публикация газеты «Iltalehti», где на основе статистики соцстраха Кела подсчитали, только за прошлый год на пособие иностранцам ушло свыше 1,1 миллиарда евро. Речь идет о базовых выплатах, пособиях по безработице, жилью и социальном обеспечении. Но, как отмечает министр финансов Рикка Пурра, эти цифры занижены. Если учесть все выплаты от детских пособий и студенческих стипендий до пенсий и медицинских компенсаций, сумма для иностранцев поднимается уже до 2,16 миллиарда евро. Для сравнения, всего соцстрах Кела распределила пособий более чем на 4 миллиарда евро. И значительная часть действительно приходится на людей с иностранным происхождением. Пур заявила, что Финляндия неизбежно движется к системе социального обеспечения, основанной на гражданстве, поскольку нынешняя модель становится экономически неустойчивой. Она назвала происходящее двойной катастрофой. Массовая миграция накладывается на кризис финского социального государства. Политический сигнал ясен. Вопрос пособий и миграции снова становится одной из ключевых тем общественных дебатов в Финляндии.
Опрос, проведенный в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, показал, только 9% украинских беженцев готовы вернуться домой после окончания войны. 50% участников опроса заявили, что не собираются возвращаться на Украину. 40% пока остаются в неопределенности, и лишь небольшая часть, 9%, связывает свое будущее с родиной. На фоне войны, которая длится уже 3,5 года, и почти 7 миллионов украинцев, покинувших страну, исследование ясно демонстрирует, большинство украинских беженцев в северных странах не планирует добровольное возвращение на родину, даже после окончания боевых действий. Когда же, наконец, мы перестанем переводить часы на летнее зимнее время? Спойлер, не скоро. Еще в 2019 году Европарламент торжественно пообещал: все, хватит мучить людей переводами стрелок. Все. Ура, подумали мы. Но дальше документ благополучно положили на полочку в Совете министров, где он мирно собирает пыль уже несколько лет. Теперь свежие новости. Еврокомиссия начинает новое исследование. Да, новое исследование. Видимо, за эти годы никто так и не догадался проверить, удобно ли людям вставать на час раньше. Евродепутат Анна-Майя Хенриксон наставит: надо заканчивать с этим цирком. А еврокомиссар Апостолос Цицикостас дипломатично сообщает: проблем много, но мы посмотрим. В переводе с брюссельского: мы заведем еще одну папку. А мы с вами переводим опять часы. В октябре Финляндия снова дружно уходит на зимнее время. Так что стрелки продолжают крутиться, а вместе с ними и вся эта бюрократическая карусель. Ура, хорошая новость! Наконец-то дождались! В Финляндии меняют правила налогообложения на наследство и подарки. И это уже реальное облегчение для тысяч семей. С Нового года налог на наследство будет взиматься только с суммы свыше 30 тысяч евро. Раньше порог был 20 тысяч, а для подарков порог поднимут с 5 тысяч до 7,5 тысяч евро. Меньше бюрократии, больше радости. Еще одно важное изменение. Проценты за рассрочку налога на наследство снизят. А это значит, наследникам будет дышать проще. Союз налогоплательщиков в Финляндии празднует победу. Больше 10 лет они добивались этих шагов. И вот, наконец-то их услышали. Видео смотришь, ставь лайк, поддержи. Продолжим эстафету хороших новостей. В Финляндии нашли неожиданный способ использовать кофейную гущу. Стартап из города Сипо превращает использованный кофе в брикеты для каминов. До этого додумался основатель компании «Пахту» Бахес Карим, родом из иракского Курдистана. Карима давно интересовали вопросы экологии, и он приехал в Финляндию изучать биотехнологии. В Финляндии он заметил: здесь пьют невероятное количество кофе, почти 50 миллионов килограммов в год, и вся эта гуща обычно выбрасывается. Во время учебы Карим узнал, что кофейная гуща прекрасно горит, и у него возникла идея. Карим пошел в кафе и попросил кофе из мусора. Бариста, наверное, сильно удивился. Кофе с собой? Нет, мусор с собой. Представьте лицо баристы. Понаехавшие просят завернуть ему кофейные опивки. Всяких извращенцев хватает. Забирай. Карим забрал отходы и начал экспериментировать. После 300 прототипов появилась первая кофейная полена – ахвеклапи. Процесс производства состоит из 3 шагов. Гущу сушат, смешивают с другими компонентами и прессуют. Получается брикет на полкило, который горит около часа. Кроме того, одного кофейного брикета хватает дольше, чем дров, и греет он даже жарче, чем березовое полено. Так что в Финляндии появился новый вид дровишек только для каминов. Стартап хорошо стартанул. Директор по маркетингу Анита Линдберг рассказывает: сейчас заказов так много, что вручную брикеты производить невозможно. Нам нужны партнеры, чтобы масштабироваться. Пахту решает сразу 2 проблемы: утилизацию биоотходов и поиск устойчивой альтернативы дровам. И теперь у них новая цель – построить фабрику, наладить массовое производство и выйти на международный рынок. У финнов появился шанс импортировать кофе в зернах, а экспортировать кофе в дровах. Название компании «Пахту» – это комбинация финских слов «пахта» – жарить и «тули»
Огонь. Пожелаем стартапу удачи. Увольнение работника с инвалидностью после 19 лет работы в сетевом магазине Ко-супермаркет в Оулу вызвало большой резонанс. Мика Руонала с умственной отсталостью отработал в магазине Ко-супермаркет в Оулу 19 лет. Он работал по программе «Поддерживаем трудовой деятельности» Тоймента, то есть магазин ему даже зарплату не платил, какое-то вознаграждение платили соцслужбы. Новые владельцы бизнеса, пара Юха Миккола и Таня Пентинен, внезапно разорвали трудовой договор Руоналы. Мужчина узнал об этом за неделю до увольнения. Ситуация вызвала волну гневных комментариев в Facebook. Один пользователь написал: 19 лет он помогал другим сотрудникам и имел полезную ежедневную рутину, а вы выгоняете его, ссылаясь на условия контракта. Худшего оправдания не придумали? Стыдно. Другой: Невероятно эгоистичное и дискриминационное обращение с давним усердным помощником с инвалидностью. Это просто возмутительно. Как можно быть такими глупыми? Вы должны были относиться к Мике как к члену семьи. Теперь поздно оправдываться и пытаться исправить большую ошибку. Многие комментаторы также потребовали объяснения от Юха Миккола и Тани Пентинен. Юха Миккола начал бодро: «Все в порядке, вопрос обсуждался еще летом с контактным лицом Руоналы». Он добавил: «На прошлой неделе я позвонил контактному лицу и сообщил, что мы не будем продлевать контракт». Таким образом, решение не стало неожиданностью, связано с рядом изменений в договорах и организационных решениях при смене владельцев. Поднялся большой шум. После публикации в газете «Хельсинки Саномат» отреагировал руководитель сети Ко-супермаркет в Кеско Янны Воринен. Это крайне прискорбно. Мы сразу же связались с владельцами магазина, обсудили ситуацию и ищем способы исправить ошибку. Владелец бизнеса и его жена опубликовали в Facebook официальные извинения и сообщили, что ищут новые рабочие задачи для Руонала внутри магазина. По данным Кехетюш Вамлито, в Финляндии около 30 тысяч человек трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития. Люди с инвалидностью участвуют в трудовой жизни различными способами, но только 500-600 из них имеют официальные трудовые контракты. Большинство занято в программах трудовой деятельности или поддерживающей занятости. Эксперты подчеркивают, что в Авотё Тоймента работник выполняет работу часто с признаками полноценной занятости, но не получает зарплату от работодателя, и это несправедливо. Часто они работают очень добросовестно. Вот видите, даже бесплатно не надо. В общем, мужчину пообещали взять обратно на работу в супермаркет, но он отказался от такой чести и сказал, что будет искать работу где-то в другом месте. Ну а на этом, дорогие друзья, у меня все. Я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!